Приветствую гостей и зрителей канала. Прошло уже более 2 месяцев с релиза дополнения The Burning Crusade на серверах классики. И открытие второй фазы уже не за горами. А вместе с этим появятся новые крафты в профессиях, из-за чего, я как полагаю, изменится баланс стоимости некоторых реагентов, вследствие повышения спроса на них. Во второй фазе вместе с открытием новых рейдов появятся и новые рецепты, новый реагент для крафтов новых вещей. Добываются они прямиком из новых рейдов, с некоторым шансом при лутинге мобов и боссов. Новый реагент, именуемый как воронка пустоты, будет персональный, а вот рецепты не все. Какие-то будут персональными, а какие-то нет. Персональные рецепты крафтят неперсональные вещи. И наоборот, неперсональный рецепт крафтит вещь, которую вы не сможете никогда передать. Сможете только самостоятельно ее носить. Также с мобов в рейде вы можете получить с некоторым шансом персональные эпики, которые могут неплохо так прокачать вашего персонажа. Исходя из этого, мы получаем обязательный фарм мобов в рейде. Некоторые крафтовые вещи будут бис на протяжении второй фазы, и ценник на них будет достигать цены до нескольких тысяч золотых на первых неделях после открытия новых рейдов. Например, вот этот пояс будет бисовым чуть ли не для всех кастеров вплоть до выхода третьей фазы. Ладно, вы знаете, что в рейдах будет интересно, но не все новые крафты будут получаться благодаря рейдам. Но большинство из них все-таки будет получаться из рейдов. Поэтому давайте разберем все профессии, что новенького в них и на чем, по моему мнению, можно будет неплохо так заработать. Working или просто кожевничество. 8 новых крафтов, которые вы можете получить с помощью новых рецептов, которые добываются в рейдах. В новых рейдах. Кузнечное дело. 4 новых рецепта в рейде, 6 крафтов по улучшению характеристик крафтового оружия. Портняжное дело. 4 новых рецепта в рейде и ничего более. Но зато каких рецептов? Уф. Ну и, конечно же, инженерное дело. Многие и так ее использовали для фармы изначальных стихий из облаков. Так теперь еще у нас появится прекрасная возможность скрафтить очки. Двое тканевых очков, трое кожаных, также трое кольчужных и трое латных. Итого мы получаем аж целых 11 крафтов очков. Вроде много всего. Аж целых 33 новых крафта внесет вторая фаза. 8 предметов, которые вы сможете скрафтить и продать другим игрокам. 19 персональных крафтов и 6 улучшений, на которые нужны лишь будут воронки пустоты. Во второй фазе вырастет расход изначальных стихий для крафтов. Новые крафты, для которых нужны будут изначальные стихии. Для них потребуется 188 этих стихий. В кожевке 8 крафтов, на которые нужно 104 изначальных стихии. 22 тени, 40 воздуха, 20 воды и 22 жизни. В кузнечке у нас есть 4 крафта, на которые нам понадобятся изначальные стихии. Огонь, 22 штуки, 22 штуки воды и 5 земли. Портняжке, помимо изначальных стихий, нужна еще и ткань, которую также крафтят портняги. Но, изначальные стихии нужны огонь 15 штук, вода 10 и жизнь 10. Это все понадобится тоже на 4 крафта. Один из них будет потреблять очень много огня, потому что данная шмоточка нужна будет абсолютно, ну почти абсолютно, каждому кастеру в ПВЕ. А именно этот крафт будет потреблять 15 огня. И лишь благодаря одному этому айтему огонь вырастет в цене. Вместе с появлением 11 видов очков появится спрос на очки. А значит что? Люди пойдут качать инженерку. И это значит что? Любые реагенты для прокачки инженерки вырастут в цене благодаря своему спросу. Помимо этого, для того, чтобы скрафтить на хай-левеле нужные вам очки, человечку также понадобится толстая узловатая кожа, коревое силовое ядро, то есть коревые слитки, трубы из закаленного адамантита, 60 слитков адамантита для одних очков. Дальше идут у нас стабилизаторы, которые в свою очередь тоже не особо дешевые. Также на разных очках требуются ювелирные камни. Где-то животный рубин, где-то таласит. Смотрим, опа, заревик, снова рубин, благородный топаз. Око ночи. Некоторые из этих камней на аукционе в данный момент стоят очень и очень дешево. Так что присмотритесь. Возможно, на вашем сервере, скажем, какой-нибудь
Око ночи стоит довольно-таки дешево. А вот эти очки могут оказаться бисовыми, либо временно бисовыми для какого-то класса. И тут уже смотрите сами. Например, на моем сервере данные камушки стоят очень дешево. И местами очень выгодно получается сейчас запасаться ими. Если, скажем, продать вендору камушек стоит 3 голды, люди умудряются выставить за 4, а то и меньше золота. И поэтому, когда выйдет вторая фаза, в теории даже, скорее всего, будет на практике, я смогу на этом заработать. И, возможно, вы тоже. В алхимии появятся также улучшения тринкетов, но в любом случае эти тринкеты хуже многих других, что вы можете уже сейчас получить. А стоимость их довольно-таки велика, так как реагенты дорогостоящие используются в их крафте. Каково мое мнение по поводу фарма голды во второй фазе БК? Во-первых, у друидов появится быстрая полетная форма. Благодаря этому вы сможете более комфортно заниматься фармом голды с помощью травы и руды. Во-вторых, будет приток игроков. Близы явно это разрекламят везде и поднимется спрос на все, что можно. Я не упомянул кулинарку, юву, рыбалку, наложение чар, лишь потому, что там ничего нового. И те крафты, что сейчас есть в этих профессиях, все так же будут пользоваться спросом. У руды есть одновременно плюсы и минусы. Если вы занимаетесь фармом только домантита, то землю, способов ее сбыта, особо не прибавится, и, скорее всего, спрос на нее не вырастет. При этом появится, скорее всего, довольно-таки большая кучка друидов, которые будут уже наконец-то в своей форме летать довольно-таки быстро. Но спрос и цена на домантит, корий подрастет. Руда оскверненного железа. Помимо самой руды оскверненного железа, вы можете лутать частички огня. И как раз таки частички огня, а именно уже большие изначальные огни, будут в повышенном спросе. Про снятие шкур тоже не стоит забывать. Многие с понижением цен на кожу сбросили данную профессию, взяли там траву, руду, и вот с выходом второй фазы, благодаря очкам, можно будет неплохо так на этом заработать. Но опять-таки, для того, чтобы скрафтить плотную кожу, вам нужно не просто снятие шкур, а именно кожевничество. Так что, возможно, кожевники на этом неплохо заработают, так как многие используют кожу на пару, там, допустим, с травой или рудой. Либо же просто снятие шкур с любой другой профой, но не с кожевничеством. Спрос на расходники вырастет, потому что, ну, будут фармить также старенькие рейды, потому что в каких-то там бисовые шмотки кому-то падают. И при этом добавится два новых, которые будут не самыми легкими. Их, по крайней мере, ну, скорее всего, за один день точно не закроют, поэтому расходников нужно будет довольно-таки много. Просто на траву подрастет и все такое. И на все остальные расходники. В кулинарке, у нас тоже будет больше потребляться еда. В Юве вырастет спрос на сокеты, будут новые шмотки, нужны будут людям сокеты. А что это? Правильно, повышенный спрос на руду. Для элементарно тот же пояс, который крафтится в партняшке, будет требовать 2 сокета. В рыбалке довольно-таки дешевая рыба, да, у нас, но она нужна для кулинарки, ну и что тут поделать? Ну и, конечно, помимо самой рыбы фармятся реагенты различные. Для той же инженерки вы можете лутать коробочки с реагентами. Профессия наложения чар. Здесь все абсолютно то же самое, что и раньше. Изменений ноль. Пылишь шмотки — продаешь чарки, либо просто продаешь реагенты для чарок. Особенно если ты имеешь крутые чарки, которые ты там получил с помощью того же Каражана, пользуешься этим и лутаешь кучу бабла. Потому что что? Правильно, в новом дополнении будет новое оружие, и абсолютно все это новое оружие нужно будет заново зачарить. Так что, народ, вот что. Если вы планируете в ближайшее время качнуть инжу, качните ее, пожалуйста, до того, как выйдет вторая фаза. Добейтесь того навыка, который нужен для крафта новых очков. Запасите реагенты для крафта новых очков. И когда выйдет вторая фаза, вы просто можете их взять и скрафтить. А люди, которые хотят заработать на этом, фармите самостоятельно реагенты. Не покупайте их на аукционе. Правда, если они там действительно очень дешевые, можете это сделать. Ну, а на этом все. Данное видео подошло к концу. Если данное видео оказалось вам полезно, лайк, подписка, колокольчик. И всего вам самого лучшего, охуетительного и восхитительного. Давайте, ребят. Удачного фарма вам.